Каким бы ни оказалось путешествие, это всегда время для размышлений. Мы получаем новые впечатления, знания, эмоции, которые обогащают и делают нас чуточку мудрее. После каждой поездки мы возвращаемся домой немного другими, ведь наш кругозор расширяется. Путешествие – это прекрасно. Всем привет, с вами Максим, и в этом видео мы отправимся в увлекательное велопутешествие. Проедем 700 километров по югу, по западу Беларуси. Стартуем в городе Калинковичи, заканчиваем в Гродно. Впереди нас ждет гравийка, асфальт, переправы, смешные моменты. Будет очень интересно. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы поехали в Полесье. Я не могу поднять, я на шорты не даю. Шорты не все. Время, чтобы вы понимали, 23:40. И Славик готов уже стартовать. Мы стоим на вокзале, велики полностью запаковали. Сейчас двигаемся на поезд, загружаемся. Впереди ночь в поезде и приезжаем в Калинковичи в районе 5 утра. Начинаем. Стартуем. Полетели. У нас возникла первая проблема. У нас достаточно много вещей, и нас двое. И мы сейчас это понесем. Приключения уже начинаются. А мы еще даже не дошли до поезда. Фух, спустились. 23:48 поезд прибывает, у нас примерно еще 1:20. Еду я в своей новой велообуви, мавики, кроссмаксы и шорты. Трекинговые взял, но так как в поезде 5 часов, не стал ехать в велоодежде, так же как и Славик, в обычной майке и обычные шорты легкие. Приедем в Калинковичи и будем там уже переодеваться в велосипедную форму и будем лететь. Все просто. Все очень замечательно. Пока стоим, ждем, уже что-то принесли. А ты мне ничего не взял, да? Нет, конечно. Зачем? Ты же видишь, я дикорастущий организм. Мне надо кушать. Я совсем схуднею. Буду тощим, худым. Заваривать себе кофеечек. Будет интересно. В общем, все. Ага, будет очень весело. А это только первая серия, мы только начинаем. Это было тяжко, мы поднимались оттуда. И теперь, да, мы теперь здесь. Настроение у нас поездатое. Осталось буквально часик подождать. Будем загружаться в поезд, еще один экспириенс последний. Ну и все, и дальше выгрузка. Ну а там уже попроще. Велики вот так поставили, а сверху мы будем спать. Вы посмотрите, как он элегантно лег. У него даже ноги не упирают. А у меня туда все на соседнюю полочку. Камеру вырубай. Подушечку на чурках. Вот так вот. Раз. И вот, все. И вот так. ЖД-станция Калинковичи. Вроде бы поспать удалось. Выспался, подремал. Там, конечно, бабуля храпела. Ну, хорошо, что жарко хотя бы не было. Поэтому все, сейчас велики тащим туда и будем их собирать. Правильно? Да, конечно же, да. Время 6 утра. Взяли себе пирожки. Взял еще вафли. Кофе очень горячий. Пересобрать тут вещи некоторые. Ну, пораскладывать, пораскидывать по сумкам. Времени у нас, в принципе, вот так вот, поэтому все успеваем. Наконец-то собрались. Вельчики выглядят просто фантастически. Сейчас немножко пробежимся. Подсидельная сумка Апидура 17 литров. Тут бензобак. Нарульная 14. Дополнительный. 2 сакры и стульчик. Так как внутрирамная Апидура еще не успела ко мне прийти, на месте будет стул.
У Славика немножко другой комплект. У него на вилке 4-литровые сумки, нарульная, Масей. подсидельная на 14. Форс и масеечка. И у нас сзади по такой сумке Сакра. Будем потихонечку выдвигаться. Впереди у нас сегодня 68,7 километров, набор 408. Первая достопримечательность — это поезд. Мы сегодня едем не спеша, 69 километров. На часах сейчас почти 7 утра. Тучка у нас немножко затрагивает, но по прогнозам вроде мы туда от нее сейчас отдалимся и, думаю, дождь прекратится. А оно так обычно и бывает. Мы отдаляемся вместе с дождем. С нами дождь, с нами сила. Наконец-то выехали, ждали, когда жара спадет, а приехали и опять дождь. У нас все повторяется, все как всегда, все как мы любим. Едем. Сколько там осталось? 125. Мы только выехали. Дождь пройдет. Наступит утро Да. ясное, солнце зайдет. Дальше нет слов. Закончились тексты. Не хотелось бы ставить палатку по дождю. Может быть, даже первый день будем искать какой-то кемпинг. Будем посмотреть по ситуации. Мы двигаем в Мозырь. Маршрут нас свернул прям на гравийку. Предыдущий ролик у меня был камни 200. Тот, кто не смотрел, посмотрите, как мы там мучились в грязи. Выезжаем на асфальт. Прощай, грунтовка. Класс. Мы довольны. Понимаешь? Ку-ку. Вот мы выехали с Калинкович через грунты, через какие-то Чигиревичи. Это все мысли о Норвегии, просто понимаешь? Норвегия. Мы уже в Скандинавии. В Исландии. В Исландии. Ну да, в Исландии. В Исландии. Вы поглядите. Прямо перед Мозырем велосипедная дорожка. Ну не красота ли, ну вообще красота. Камеру вырубай. Дождь нас просто не щадит. На камнях 200 он лил. И в первый день велопутешествия до вечера, до нашей остановки не проходит. Будем искать где-то остановку именно в кемпинге, домик какой-то, либо хостел. Движение лютое. Речка Припять, но это не речка, это целая река. Это ли не красота, товарищи, а? Это ли не красота? Скоро у нас будет 2 банана. Блядь, болван. Мифический. Почему нам так не везет с погодой? Ну, нам доехать тут 4 километра до Мозыря. И там какая-нибудь кафешка, надо засесть. Ехали бы сейчас, вообще наслаждались. Но этот дождь, почему он именно сейчас пошел? Остановились все-таки на остановке. Остановка называется Дюш. Заходим сюда, и тут просто знак иллюминатов. Масоны. Не, иллюминаты. Иллюминат? Вроде иллюминат. Потому что дождь льет капец. Нам хотя бы его чуть-чуть переждать. Сейчас посмотрим по радарам, как он там. Если немножко он утихнет, поедем. Пока переждем здесь. Остановка цивильная. Здесь, в принципе, можно было и спальники класть. И спать ложиться. Кстати, на данный момент проехали 19,3. Выехали с остановки и чуть не проехали костел Успения Пресвятой Девы Марии. И при нем здесь есть монастырь
цистерцианок. Доедем до Мозыря, там уже будем где-то тусить и где-то кушать. Мокрые псы. Зашли в кафешку в центре Мозыря, называется Пирожковая. Нам тут чел посоветовал, который владелец пиццерии. На улице дождь, но по прогнозам вроде он в час должен быть уже более-менее меньше. Мы сейчас тут посидим, попьем тут горячий чай, посмотрим, что там по хостелам. Будем созванивать с хостелами и искать какое-то что-то, потому что, ну, ехать по такой погоде и ставить палатку — это просто unreal. Булочки. Налейте водочки. Мы едем домой. Знаешь, я пока не купу шахту. Сколько денег? Взял себе смаженку, 2 таких пирожных а-ля типа картошки. Посмотрим. У Славика, кстати, была булка со сгущенкой очень вкусная. И чай. Поэтому за наше здоровье. За влажное начало. За дождливое начало этой поездки. Идем смотреть сейчас замок. Вон, видите, замок. И приняли решение, что мы поедем в Лельчице. Это почти 79 километров. Там есть гостишка. И будем заселяться там. А дальше нам повезет. И мы, в принципе, там в следующие 2-3 дня у нас будет погода шикарная. Да. Я договорился. Просто так в тему белорусское Полесье. Поднялись в Мозырский замок. Вход платный, 4,5 рубля. Сейчас мы все это обойдем. В какой-то можно башне даже зайти, там в колокол постучать. Ёпт! Славик! Это же кабан! Здесь кабаны бегают, ноги кусают. А это лось. Лось — это ты. В нашем деле не помогается. О, стол накрыт. Слушай, а мы пришли как раз обедать. Воровство — смертный грех, смотри. Не, оттуда будет с той башни вообще классный вид открываться. А ты прав. Как только мы зашли в музей, сразу распогодилось и дождь прошел. Магия. Вот я, кстати, если бы у нас была такая беседка, реально сюда бы спальник, каремат, и можно здесь было спать. Ну, конечно же, как же без площади Ленина? Без него никак. Заходим во вторую башню. Сигизмунд. О! О! Ну явно это не нам, да? Подарки. Алло. Маги? Красава! Класс. Первое упоминание о вот этом замке было в 1509 году. И этот замок выполнял оборонительные функции, считался государственным. Короче, все понятно. Все понятно. Тут все написано. Все написано, скриншоте читайте, что вам не... Не, ну да, мне кажется, такие постройки к 1155 относятся. Да. Я как историк с нулевым стажем Отвечаю. подтвердить. У нас немножечко меняются планы ввиду того, что везде облачность, осадки приличные, везде лужи, грязь и так далее. Мы подумали сегодня на Припяти, наверное, не ночевать, а поехать в Лельчице. Это дальше нашей запланированной стоянки. Забронили гостиницу там, короче. Переночуем, посмотрим завтра, как будет с погодой. Если будет все топчик, то уже будем ночевать в палатках в Турове. Дождь валит конкретно, настроение как бы нормальное, но немного неприятно. Ну, дождь вот такой. Купил себе дождевик, обычный какой-то, зашел в 3 цены, какой-то обычный дождевик.
И это называется закон полости. Как только мы одели чисто пакет, просто пакет, дождь почти сразу прекратился. Его почти нету. Мозырь там находится на вершине. Очень много подъемов затяжных. Вот, кстати, повел дорожки, проедем немножечко. Обед? Пойдемте сходим, посмотрим источник. Ну, вот здесь есть кострище, беседки, кабан, лось. Источник живой воды Ольховица. Ой-ой, грязь, 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 грязь. Я прям затопился здесь. Какая-то речушка. Куча замков. Ух ты! Чуть не завалился, очень скользкий мостик. Красота какая, а? Здесь еще даже можно сидеть. Не зря говорят, что в Полесье очень много комаров. Они прям даже могут велосипедистов унести. А вот вам полесские леса. Красота. Скинул дождевик. Хотя вроде даже не намок практически под ним. И даже не вспотел. Он, в принципе, нормально как-то. Дождь как бы не сильный, но газочек нажимаешь, что уже как-то так ощутимо становится. Зашел полюбоваться природой. Никогда вот под таким дождем и так долго не ездил. И я понял одно, что в дальнейшем я хочу себе штормовую куртку купить. Они, во-первых, дышат, в отличие вот от таких дождевиков, просто пакетов. Дождевик пончо, он классный. Но, например, если какие-то спортивные достижения делать, либо просто ездить постоянно, реально в нем потеешь. Да, он спасает от дождя, но не так комфортно, как в той же куртке. Решили тормознуть на такой вот площадочке. Комсомольское озеро называется. Немножко почились. Как-то раньше я их не замечал, а тут ты едешь и прямо не везде. Беседка раз, столик, мусорка, правда заполненная. Тут беседка, тут какое-то озеро. Он просто льет как из ведра. До отеля осталось буквально 45 километров. Увидел зону отдыха, отдохни. Подожди, мы же здесь не будем, да, спать? Ты дурак, бля, дурной. Настроение прекрасное. Белорусское Полесье. Ты нас встретила прекрасно, и дождем нас угостила, и трусы мои Промочила. вмочила. У нас максимальный трэш. Мокрые, в слюни. Включили колонку, чтобы немножко мозг разгрузить. Осталось 40 километров. Даже в Норвегии такого, наверное, нет. Мы мокрые насквозь просто. Уже даже эти пакеты не спасают. Но у нас настроение полное, штаны. Дождь пошел, кстати, еще сильнее. Фух. Что-то Славик немного отстал. Классно ехалось. Супер. Такой домик. Вот я сейчас тут его подожду. Верно говорят, что в Полесье очень много комаров. Я даже в этот домик заходить не буду. Поставил пока велик. И у меня все ноги просто уже мокрые. Там вода налита. Переводим дух и едем дальше. И здесь вот такой вот аист. Здесь, наверное, был какой-то колодец. Встречаем этого бойца. Ебади! Я расшпилился этот. Я ехал. Сзади фигня, блядь. Не могу ехать с ним. Смотри, он вообще все. Он расшпилился, я еду.
Дождь утих, такой еле-еле моросит, скинул пончо, потому что пончо ехать невозможно, блин, просто. Так сносит в этой пончо, как будто ты на каком-то парусе летишь против ветра. Да лечу уже так. Добрый шлях, Лельчинский район. До Лельчиц примерно 10 километров. Нашли вот такое местечко. Самое главное, что здесь нет ни единого комара. Какой-то вот один комар летает. Интернет здесь ловит. ЛТЕшечка, то есть можно тут сторисы позагружать. У меня там вода уже плавает. С Лельчиц до границы с Украиной остается там буквально 13 километров. Но мы уже эти 13 километров не поедем. Мы уже будем ехать уже, по маршруту своему, в Туров. Но это будет уже завтра. У них солнце. У Сереги на рейках солнце. А у нас нет солнца. А у нас всегда дожди. Павловский-Камчатская полночь, а у Славы и Максима опять идут дожди. Какая погода на Дерибасовской? Не, они на Дерибасовской, а мы на Брайтон-Бич. А мы белорусское Полесье. Белорусское Полесье. Короче, надеюсь, вам видно. Мы въезжаем в Лельчицы. Наконец-то. Осталось 2 километра до нашей гостиницы. И мы будем в номере. Интересный факт. В этом городке у Славика батя жил или родился. Родственный городок. Приятненький такой, вот едем по центральной улочке, вообще реально очень приятненький, миленький. На въезде заправка, мойка. Даже, кстати, когда заехали, сразу было ощущение, как будто мы в Польше. Мы здесь. Мы в Польше. Ой, анекдот. Почему фрицы напали на Польшу в 39-м, а на Беларусь только в 41-м? Потому что долго проходили польскую таможню. Всем спасибо, до свидания. Вот это движ. Вельчики выглядят вот так. И проехали мы за сегодня 103 километра. Вот так вот, хопа. Сохраняем. Гостишки. Сохраняем. Короче, мы заселились в Лельчице, потому что мы промерзли немножко, вымокли, и нам нужен отдых. Отчиняем. Номер 33. 2 кровати, столик, холодос. Явно вон Wi-Fi есть. Главное, чтобы ванна была сейчас. Ну как? Так, а где мы посушим вещи? Как мы зашли в бар, мы Соньку с собой не брали, но сторис мы наснимали. Мы Соньку не брали, мы взяли Xbox. Напоминаю, перед тем, как вы посмотрите следующие ролики, употребление алкоголя нами не рекомендуется. Алкоголь это зло. Никогда не воспринимаю. Алкоголь это зло. Это был черный чай, все нормально. Сказали, что это чай? Да, но что-то он был как-то крепче чая черного. Ну, знаешь, такой вот чиферок. Помытый, высушенный, красивый, приятно пахнущий мужчина. Знакомиться с девушками Лельчиц. Ебари. Чисто в подкрадуле. Все хорошо. Она не стала, пошла жара, и жара будет в номере. Завершаем первый день нашего велопутешествия. Вот в такой вот позе. Зашли в магазин, взяли чипсиков, вот такие вот печеньки. Вот такое латте, сейчас, чтобы кофе немножко попить. И Славик взял воды негазированной. Проехали 103 километра. Тяжко в плане того, что был дождь. А так
нормально. Гостиница получилась у нас по деньгам 46 рублей с человека. Завтра у нас в районе 63 километров планируется. Если завтра будет такой же дождь, мы в Турове тоже будем снимать гостиницу. Но все это будет дальше в следующих сериях, поэтому не переключайтесь. Посмотрите 2 других ролика, подпишитесь на канал. С вами был Славик и Максим. Всем удачи и всем пока.